Привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня буду переделывать маникюр на правой руке. Прошло около 2 недель, ногти в хорошем состоянии, углы и топ на торце немного стерлись, но это правая рука, она рабочая, поэтому это ожидаемо. Новый маникюр хочу сделать в черном цвете с золотым акцентом. Картинки из Пинтереста. Карина Корн уже делала такой дизайн, и мне захотелось сделать что-то похожее. Для снятия и коррекции я буду использовать, как обычно, две фрезы – кукурузу и елочку. Снимать буду по направлению от себя. Обычно правой рукой я делаю наоборот, но левой удобнее так. Начинаю снятие, проверяю отслойки в стрессовых зонах. Истончаю материал в центре. Работаю скользящими движениями, так как керамическая фреза почти не нагревается. Убираю материал только сверху, кончик не трогаю. На всех ногтях повторяю то же самое. На ногтях осталось и предыдущее покрытие, вот так вот они выглядят перед маникюром. Далее пушером отодвигаю кутикулу и достаю из-под нее сухую подвижную кожу. Лишнего стараюсь не ковырять, но где это возможно, лучше вычистить максимально перед работой фрезой. Для маникюра буду использовать острое и тупое 21 пламя с красной насечкой. Также понадобится шлифовщик для шлифовки среза. Начинаю работать тонким острым пламенем, еле касаясь к ногтю и кутикуле. Более основательный маникюр я буду делать второй фрезой с лысым кончиком. Снимаю глянец с ногтя и срезаю засохшую кутикулу с боковых валиков. Делаю что-то вроде юбочки, чтобы потом легче было срезать ножницами.
Зачищаю левую сторону, переключаю на реверс и прочищаю правую. Убираю пыль и собираюсь срезать кутикулу. Делаю это ножницами с AliExpress с тонкими усиками. Убираю длину конусом и торчащие кусочки ногтей. Подпиливаю концы пилочкой 100 на 180 грит и убираю неровности с ногтя перед покрытием. Также более тонкой пилкой подпиливаю боковые параллели. Делаю примерную арку. После покрытия я всегда корректирую ее еще раз и покрываю базой. Обезжириваю ногтевую пластину, прохожу тщательно под кутикулой перед подкрытием базой. Первый слой всегда база, даже если что-то осталось на ногтях от предыдущего покрытия. Она дает лучшую сцепку с гелем. Тонкой кисточкой всегда прокрашиваю близко к кутикуле. Сегодня я использую прозрачный гель, наношу его на все ногти в 2 капли. Тонкой кистью распределяю его равномерно и выстраиваю апекс. На нем должно быть больше всего материала. Делаю также бордюрчик, чтобы во время опила ноготь не клюнул и был ровным. Конусом опиливаю грани и корректирую неровности пилочкой. Теперь мне нужно выпилить лишнее под ногтями. Переходим к покрытию. У меня сегодня черный гель-лак. Им я буду рисовать квадраты на ногтях. Процесс этот, так скажем, не быстрый.
Сушу в лампе. Подпиливаю торцы и бафлю глянец на ногтях. Протираю обезжиривателем и покрываю топом без липкого слоя. На ногти с дизайном у меня будет втирка. Покупала я ее на Алиэкспрессе. Покрываю ноготь топом без липкости, сушу в лампе и втираю в ноготь втирку. Далее подпиливаю торец, убираю лишнюю пыль и покрываю топом еще раз. Далее беру гель и ставлю каплю в центр. Растягиваю ее по ногтю и кладу поверх кулинарную пленку. Пушером делаю нужный рисунок и сушу в лампе. Снимаю пленку и липкость с ногтя. Делаю второй слой втирки и покрываю топом тщательно во все впадины. Видео у меня куда-то делось с черными границами, поэтому вот вам конечный результат. Если понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Всем всего хорошего, пока-пока!